Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами будет дизайн ногтей, который безумно простой, очень быстрый, очень скоростной. С ним справится любой, даже самый начинающий мастер. Поэтому мы сегодня быстренько нарисуем с вами чеканные вензеля. Как обычно, подготавливаем наши ноготки, покрываем ногти в бежевый оттенок, а вот на пальчиках под дизайн будем делать омбре. Но, минуточку внимания, омбре-то я сделала, все, конечно, хорошо, но потом моя неуемная фантазия, как обычно, не дала мне вовремя остановиться, и поэтому все омбре я закрыла вензелями. Поэтому сразу же учитываем вот этот вот момент. Либо не делаем омбре и делаем много вензелей, либо делаем переход цвета и вензелей делаем намного поменьше. Давайте же сегодня поговорим о градиенте. Мы будем смешивать между собой вот такой вот слегка розовато-пудровый цвет с серым. Очень хорошее сочетание между серым и розовато-пудровым, но для того, чтобы эти цвета было хорошо перемешать между собой, чтобы они плавненько соединились в плавный градиент, нам необходимо сделать следующее. Я на палитре для себя смешала 4 оттенка. Первый оттенок это у меня чистый серый. Во втором оттенке в серый я добавила немножечко вот этого розового, в который я хочу перейти. В третьем цвете я добавила розового немножечко побольше, то есть более розовый. И на кончик выкладываю чистый розовый оттенок. Получается, для того, чтобы перемешать эти два цвета, я сделала между ними промежуточные оттенки, которые позволят мне сделать переход максимально плавным и без потерь. То есть благодаря вот этим вот намешанным цветам я сразу же получаю между собой градиент оттенка, переход цвета. И поэтому перемешать это все становится очень и очень просто. Буквально таки тоненькой кисточкой перемешиваю, потом кисточкой для омбре дохлопываю переход, чтобы он получился максимально плавным. При этом в данном случае, поскольку я знала, что у меня будут вензеля, вензелей будет много, я не старалась сделать идеально чистый плавный градиент. И даже вторым слоем я поверх вот этого перехода уже не пробегалась, потому что я знала, что большую часть перехода я спрячу под вензеля. Вернее, зная себя, я, конечно, предполагала, что перехода останется совсем немножечко, но то, что его не останется совсем, я, конечно же, не знала. Так вот, с тем, что я знаю, что здесь будут еще вензеля, вензелей будет много, добиваться плавного перехода цвета мне нет смысла. Поэтому оставляю не совсем плавно, но тем не менее попробуйте поработать в такой технике, вы поймете, как намного проще перемешиваются между собой оттенки. И так далее мы будем вензелить в технике литья пигментами, поэтому перекрываем наш ноготочек финишным покрытием, забафливаем его при помощи бафика и уже по вот этому обафенному покрытию будем рисовать вензелечки. Зачем мы бафим? Затем, чтобы наша втирочка ни в коем случае не втерлась туда, куда нам не нужно. Нам нужно, чтобы втирочка была только на вензелюшках. Поэтому мы убираем весь глянец с финиша, для того, чтобы пигмент туда не прилип. Ну а сами вензелечки в данном случае рисуем красочкой 3D-шкой для объемов. То есть вензеля у нас получается мало того, что очень интересные, очень симпатичные, еще и с дополнительными выступами объемов. Эти выступы подчеркнутся у нас пигментом, и поэтому у нас получится именно чеканка на вензелях.
Ну а что конкретно сюда вензелить, здесь уже не имеет совершенно никакого значения. Собирайте любую вензельную композицию. Если у вас проблема с вензелями, если вам плохо даются эти элементы, если вы не умеете их рисовать, посмотрите, у меня на канале есть бесплатный эфир по вензелям. Но если вам нужен волшебный пендель, если вам нужна помощь, если вам нужно, чтобы вас кто-то проконтролировал, записывайтесь на онлайн-курс. Мы с вами поработаем, и вы обязательно научитесь все это рисовать. Сейчас, конечно же, набегут в комментариях мои ученицы, которые уже умеют такие штуки рисовать, и расскажут вам, что я совершенно никого не обманываю. Итак, мы же тем временем забиваем всю поверхность ноготочкой вензелями. На самом деле, пока я не добавила втирку, был виден переход, было видно все очень красиво, все очень здорово. И в черном цвете эти вензеля в данном случае тоже можно было оставлять, можно было не добавлять сюда втирку. Нам же с клиенткой захотелось чего-нибудь подороже, побогаче, все как обычно, мы не смогли себе отказать в удовольствии, поэтому втирочка нам показалась не лишней. А вот теперь жду в комментариях вашего мнения, лишняя здесь была втирка или не лишняя. Тем более у вас сейчас будет уникальная возможность сравнить между собой два пальчика, черных вензелей и серебряных. Напишите, пожалуйста, какие все-таки посимпатичнее. Устроим баттл тех, кто любит побогаче, против тех, кто любит поскромнее. А вообще, согласитесь, залипательнейшее вообще вот это вот зрелище, выведение этих вензелей. Я озвучиваю, просматриваю, и мне самой глаз оторвать не хочется. Как же это интересно, когда буквально одним движением кисточки на свет появляется вот какое-то вот такое вот чудесное-расчудесное чудо.
Итак, вот такой вот дизайн у нас получился. Очень интересный, очень по-зимнему смотрится, очень здорово, не скучно, не видно амбре, как я уже говорила. Но, тем не менее, и я, и клиентка остались очень довольны. Нам безумно понравилось. Надеюсь, понравилось и вам. Жду ваших комментариев, жду ваших лайков. Не забудьте подписаться на канал. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока.